Всем привет! Всех мужчин поздравляю с первым днем весны. Почему сейчас? Да потому что до этого голова была забита совсем другими заботами. Ну а сегодня 8 марта закончилось и наконец-то можно вздохнуть полной грудью весенней свежести. У кого-то она еще морозная, а у меня, как видите, небольшой плюс. Ну, ночью еще морозы бывают, а эти дни и до 7 передают. Ну и, конечно же, всех женщин поздравляю с прошедшим Международным женским днем. Пусть в вашей жизни побольше будет женского счастья и весенних солнечных деньков. Не таких, конечно, как сейчас. Ну, в этом году и так повезло с календарем. Праздник попал на пятницу и есть дополнительные несколько дней, чтобы попраздновать. Ну а мужчинам за это время можно отдохнуть и восстановиться после подготовительной недели. Я-то меньше устал, чем вы. Здесь, в глуши, без женского окружения, 8 марта для меня прошел намного мягче. А отделался лишь рассылкой поздравлений через мессенджеры. Звонить не стал. Зачем рисковать, играть с судьбой и отвлекать дорогих женщин от празднования? Но все же за эти дни вымотался сильно физически и эмоционально. С наступлением весны пришло осознание, как много дел нужно переделать и как мало времени на все это есть. За зиму сильно расслабился, когда не было работы и еще до сих пор не вошел в колею. Так вот, думаю, надо что-то кардинально менять, чтобы повысить свою продуктивность. Я в свое время изучил много литературы по увеличению эффективности, планированию, управлению временем, но она была в основном заточена под бизнес для города. Ну и подумал, почему бы ее не адаптировать под деревенскую жизнь. И пока вы будете отдыхать после праздников, решил тоже начать с отдыха. Ну, в моем варианте это баня. Попариться, выпустить пар, собраться с мыслями, ну а потом с новыми силами снова рвануть в бой. Одним из самых лучших инструментов управления, которым пользовался, является так называемая матрица Эйзенхауэра, которая названа в честь американского президента, ну и им, собственно, и придумана. А вычитал ее в книге Кови «7 навыков самых эффективных людей». Конечно, она подходит больше для руководителей, чем для простых работяг. Тем более, когда у тебя в подчинении только одна кошка, и то еще под вопросом кто у кого. Порой у меня складывается впечатление, а у Шадона, наверное, такое точно, что это не она со мной живет, а я с ней. Простыми словами, смысл матрицы Эйзенхауэра заключается в том, что все дела можно разделить на 4 категории по срочности и важности. Срочные важные, срочные неважные, несрочные важные и несрочные неважные. И успешных от неуспешных людей разделяет лишь то, какой из категорий кто больше уделяет времени, но у всех же одинаковое количество часов в сутках. Проанализировав последние дни, заметил, что очень много времени уделял делам из списка несрочное неважное. Ну, там сериальчик посмотреть, соцсети полистать. И получалось, что раскачивался и начинал работать только часам к 11-12. Но это еще было простительно зимой, когда мало работы. Ну а сейчас, когда каждая минута на счету. Коучи вообще рекомендуют от таких дел избавляться и не делать их. Но я с ними категорически не согласен. По мне так нужно запланировать себе выходной день и все вот эти дела скинуть туда и придумать еще других интересных развлечений. И тогда, зная, какие плюшки тебя ожидают, можно будет на дофамине
поработать эффективно 3-4 дня и переделать кучу важных дел. Ну, это, конечно, будет в идеале, а сейчас нужно идти и работать. Срочные и неважные дела вообще рекомендую делегировать. Но это актуально, если ты руководитель, и у тебя есть в подчинении люди, на которых ты можешь перекласть обязанностей. А если ты простой работяга или в личных взаимоотношениях, то это будет неправильно. Ну или, как я, живешь один, то и вообще невозможно ни на кого перекласть работу. А из таких дел в основном и складывается рутина, и многие в ней так повязли, что и большой лопаты даже не разгрести. К примеру таких дел может быть телефонный звонок, когда ты занят каким-то важным делом, а тебя взяли, позвонили и отвлекли. Ладно, если это еще кто-то из знакомых, то пообщавшись с ним можно получить дозу хороших впечатлений. А если это какой-нибудь назойливый продавец, который украдет тебя отнюдь не минутку. Ну, таких дел я вообще стараюсь, чтобы они не случались. Ну, к примеру, телефонного звонка, когда занят чем-то важным, то ставлю его на беззвучный или вообще отключаю. Ну, а рутинную работу можно постараться автоматизировать. А вот важными и несрочными делами нужно и заниматься большую часть времени. И стараться планировать их так, чтобы не наступил так называемый момент, пока петух не клюнет, и они не перешли в категорию срочных и важных, и не пришлось бросать все и заниматься ими. Ну, например, ремонта колодца – это пока еще дело важное и несрочное. Его можно отложить на неопределенное время и заниматься более важными делами, у которых уже подходит дедлайн. А вот забота за домашними животными надолго не отложишь, так как это может выйти боком. Ну и нужно стараться такие вот повторяющие дела тоже автоматизировать, чтобы как можно меньше времени на них уходило. Пока ночью заморозки и подмерзают ниппельные поилки, то приходится почаще подходить к нему подливать воду. А когда потеплеет, то не нужно будет каждому по 2-3 раза на день подходить, а достаточно будет наполнить только одну емкость, и сразу высвоится много времени для более важных дел. Еще было бы неплохо придумать, как автоматизировать уборку, чтобы не нужно было по часу каждую неделю с тачкой бегать. Как говорится, мечтать не вредно. А сейчас идти заканчивать уборку, вывозить последнюю тачку, идти в баню париться. Не удалось нормально отдохнуть и в баньке попариться. Все делал в ППХ. Еще не все срочно важные дела был переделал. Нужно было постираться, грубку истопить. На ночь до 6 мороза передают. Ну, перед баней не стал, так как часа полтора нужно было. Да и так поздно пошел, пока все дела переделал. Кроликов-то я быстро покормил.
Но когда пришел в дом собираться в баню, вспомнил, что сам-то забыл пообедать, да и на ужин ничего не было приготовлено. Хорошо, хоть рыбку был к обеду замариновал, так по-быстренькому запек, салата нарубил и в баню сразу побежал. Вроде бы еще сильно не остыло. Нужно что-то делать с этим хаосом, как-то упорядочивать его. 10:30, я только ужинать сажусь, опять за полночь лягу, а еще печь топить. А давай, иди вкусняшку дам. Ну что, вкусный зайчик? Это. Не, гостей я не жду. Решил печь протопить, у нее теплоемкость будет побольше. Поднимаю температуру в доме. Я-то уже привык к градусам 18-19, да и для здоровья такая получше. А вот для рассады такая температура будет не совсем комфортная. Приближается сезон посева, так решил заодно поэкспериментировать и вкусняшки себе приготовить. На прошлых выходных, когда гость приезжал, много дел переделал, да и успел все вовремя. Ну, конечно, ни на минутку не присел, да и нехорошо так быстро перегоришь. Нужно научиться соблюдать баланс между работой и отдыхом. А вчера вообще отдохнуть не получилось, да еще и обед пропустил и ужинал поздно. Так вот решил сегодня сразу на весь день приготовить одним махом. Так, практически готово, нужно поторопиться, значит. Малиновая, еще остались запасы, не все поел. А
поэтаховать, пока Карлсон не проснулся. Нужно регулярно с балансированием вкусно питаться, чтобы иметь хорошую работоспособность. Это как с машиной. Если вместо 95-го бензина заливать 76-й, то она будет плохо работать, да и недолго. Эти блюда, конечно, не назовешь полноценно правильными, но иногда можно себе позволить, особенно в переходный период. Иначе, если правильно питаться на силе воли, то можно сорваться и сожрать все, что найдешь вредное в доме. Это еще хорошо, что магазинов нету под боком и некуда за печеньками бежать. Да и в автолавку я уже не хожу, иначе пойдешь для шада за молоком, а наберешь разных вредных вкусняшек. Последнее время я вообще практически перестал в магазины ходить. Очень много времени отнимают. Пока побегаешь, пособираешь необходимый товар, полчаса в очереди простоишь. А если с дорогой туда-сюда, так и вообще часа полтора получается. А когда ходишь 3-4 раза в неделю, так в сумме в итоге вообще рабочий день времени наберется. А я заказываю доставкой. Удобно, 15 минут, оформил заявку и иди занимайся своими делами, пока тебя привезут. Да и вообще заказываю раз в 2 недели, и в итоге получается, что за месяц экономится 4 рабочих дня, можно заняться какими-нибудь полезными делами, да и дешевле намного получается. Цены ниже, чем в автолавке, можно найти какие-нибудь акционные товары, да и не наберешь лишних вредных невкусностей. Рутину хождения за продуктами удалось делегировать и высвободить кучу свободного времени. Было бы неплохо делегировать кому-нибудь готовку. Не всю, конечно, поэкспериментировать и вкусно приготовить я и сам люблю. Все же надо активнее заняться поисками жены, отправить ее в декрет, чтобы она не волновалась по поводу работы, и пусть занимается домашними хлопотами. Это же сколько времени освободится? За месяц целая неделя рабочая получается дополнительная. А важные и срочные дела нужно быстренько садиться и планировать, чтобы вовремя все сделать и не просрочить сроки. Я тут прикинул, на ближайшие 2 месяца только крупных проектов, которые хотелось бы успеть сделать, на пальцах не пересчитать. Улья доделать, пасеку организовать, оформить, колодец отремонтировать, курятник построить, кур завести. А еще нужно в марте успеть до сокодвижения осад обрезать, иначе придется отложить как минимум до следующей осени. Да и еще куча других мелких. Нужно срочно брать в ежовые рукавицы, применять все возможные инструменты и повышать продуктивность, чтобы это все успеть сделать. А предпраздничные дни и само 8 марта я не сидел без дела, поэтому был и устал физически. Практически все магазинные корпуса собрал. Осталось только 4. Опять не рассчитал с материалами. На этот раз уже клея не хватило. Тяжело запланировать нужное количество, когда первый раз что-то делаешь. Ну ничего страшного, сейчас займусь другой работой, а их доклею вместе с крышами. Кстати, на них уже тоже большую часть материалов заготовил.
Поездка в город запланирована только на вторник, тогда и клей заберу, и продолжу дальше уля собирать. А эти дни перед тем, как закидывать корпуса на чердак, чтобы под ногами не валялись, хочу пропитать их изнутри, чтобы не таскать туда-сюда. Пропитывать буду натуральным льняным маслом. Промажу все в 2-3 слоя. И все деревянные поверхности будут защищены от влаги и разбухания, от различных там плесеней и грибков. Ну, надеюсь, 5 литров хватит на все улики. Если что, взял еще вторую баклажку. Останется, пойдет на другие проекты. По идее, изнутри можно было бы и не пропитывать, пчелки бы сами все сделали. Отшлифовали, прополисом промазали, и было бы хорошо. А так еще скажешь, что обои не того цвета, и придется переклеивать. А с фанерой бы ничего не случилось. У меня вон у дедова мули в одном. Изнутри дно фанерой забито, так больше 15 лет простояло и ничего. Хотя дно уже снаружи практически загнило. А если фанерка вспучивается от повышенной влажности, то это следствие уже другой проблемы, которую нужно решать. Плохая вентиляция в улье. И в таких домиках пчелкам тяжело трудиться и жить. Хотя и здесь уже стало работать душновато от ароматов. А не, запах у масла нейтральный, практически и не слышен. А вот в печи, походу, уже все приготовилось. Нужно идти смотреть. Да, вид какой-то непрезентабельный. Посмотрим, какой на вкус. А что там с пиццей? Да, тоже не очень. Копченый сыр не поплавился. Аромат-то шикарный. Даже вон шадов слезла с печи, как услышала. Посмотрим на вкус. Походу немного пересушил, но выглядит довольно так аппетитно. И вкусно. Если бы не высох сыр, бы он стал как сухарики твердые, то было бы вообще шикарно, и получилась бы новая пицца, которую нельзя попробовать нигде. С кролика, запеченная в печи, настоящая деревенская пицца, не то что итальянская, хотя я в Риме пробовал несколько видов, ни одна не понравилась. А это вообще шикарная, с лучком. Хочешь пиццу? Не выспалась. Тебе нельзя, он здесь мисочки кушает. Надо заканчивать работу. Работа не волк, в лес не убежит, а вот пицца остынет точно.
Шада, если дам тебе пиццу попробовать, посуду помоешь? Вот интересно, есть муж на час, а может есть еще и жена на час? Хотя на час мне маловато, на недельку можно было. Тут бы подсобила, и я бы хоть с ульями закончил. Идите, я дам вкусняшку тоже. Шада, иди на вкусняшку. Ну что, как пицца? Шада, вкусно тебе? Что, не нравится?